Всем привет! Это канал Не Местные и экстренный выпуск из Батуми, где сейчас бушует непогода, ветер сильный, снегопады. Сегодня я вам расскажу, как непогода парализовала город. Поехали! Первая новость о том, что в Батуми усилился ветер. Сейчас он достигает 30 метров в секунду. Это практически ураганный ветер. Между домами он поменьше, около моря достигает максимальной своей мощи. Почему эта новость важная? Да потому что именно из-за ветра метель и снег заметает все, что можно в городе Батуми. Параллельно буду вам показывать город. Я сейчас как раз иду в новой его части. Иду в сторону улицы Инасаридзе. Это новая аллея героев. Сейчас плюс 2 градуса всего. А ощущается как минус 12 из-за сильных порывов ветра. Все белым-бело. Это вообще не похоже на Батуми. Следующая новость. То, что этот обильный сильный снегопад затруднил движение общественного транспорта. Некоторые маршруты вообще отменились. Потому что, смотрите, дорога очень узкая, я еле-еле успеваю убирать. Тут же наметает новый снег. Машины все в снегу, даже выезжать не хотят никуда. А те, кто едут, они очень-очень тяжело передвигаются. Многие машины, конечно, на летних колесах, на летней резине, поэтому местами даже буксуют. Из-за этого очень сложно общественному транспорту выполнять свои функции. Это, безусловно, усложнение жизни местных жителей. Следующая новость. Из-за сильнейших ветров кое-где обнаружены обрывы проводов электроэнергии. Это послужило отключению электроэнергии в некоторых районах Батуми, и в целом Аджарии. А вы представляете, как без электроэнергии в такую погоду? Я не представляю, это кошмар. Следующая новость о закрытии сухопутной грузинско-российской границы. Верхний Ларс – это единственный путь, по которому можно добраться из России в Грузию. Там стоят сейчас 1000 грузовиков. Посмотрите, машина хочет выехать. Она практически сравнялась с сугробом. Время от времени легковые автомобили пропускают на этой границе Верхний Ларс. Но грузовые уже несколько дней стоят. Образовалась пробка. Такая узкая тропинка. Смотрите, что даже чтобы пройти, нужно уступать. Следующая новость, то что многие районы Аджарии остались без газоснабжения. Многие, как я уже говорил, без электроэнергии и даже без воды некоторые. Это я вообще не понимаю, как можно жить так в такую погоду. Во-первых, холод ведь. Лично у нас дома и кондиционер работает, и электронагреватель. Даже так холодно. А кто остался без газа и без света, это, наверное, ужас какой-то. Желаю побыстрее, чтобы все это закончилось и, наконец-то, люди смогли пользоваться всеми благами и согреться. Следующая новость, я чувствую, будет из сугроба, потому что, смотрите, чтобы здесь пройти, сугробы по колено, а тут еще и гололед на этой дороге. Я не знаю, успеет ли затормозить машина. Так вот, следующая новость про закрытие международного аэропорта Батуми. Настолько погода ужасная и вообще не поддается никакому описанию, что просто закрыли аэропорт, не принимают, не отправляют рейсы. Это прям такая парализация настоящая города. Кто-нибудь запланировал свое путешествие, например, забронировал отели, и тут такой облом. Надолго это или нет, посмотрим. Но это говорит о том, что погода на самом деле очень-очень плохая, и что небезопасно принимать рейсы. А между тем мы идем к такому сугробу, и машины тоже маленькие сугробы. На трассах между городами сильнейший гололед и заносы снежные. Из-за этого несколько аварий было обнаружено. Они, конечно, парализуют дорогу и образуются пробки. Поэтому не рекомендуется выезжать вообще на трассы, если у вас летняя резина, потому что можно попасть там серьезно. Лучше всего, конечно, переждать, пока снег не пройдет и не начнет таять. Оп. Пальмы и деревья под снегом. Это уже нормально для Батуми. А снег все сильнее и сильнее продолжает идти, представляете?
Следующая новость о том, что из-за непогоды и непрекращающегося снега приостановлен учебный процесс в некоторых школах Аджарии. 24 февраля были закрыты детские сады из-за невозможности обеспечения безопасности воспитателей и малышей. Я надеюсь, что это ненадолго, такая мера, потому что это тоже говорит о том, что снежная стихия довольно сильно ударила по Батуми. Как красиво, посмотрите. Прям снежная сказка. Happy New Year. Не хватает Jingle Bells. Этот выпуск снимается 24 февраля 2025 года. Сейчас самый разгар бурана, непогоды в Батуми. И синоптики говорят, ну как красиво, смотрите. Вот, прям снежная сказка. Так вот, синоптики говорят, что еще точно 2 суток такая стихия будет бушевать, а через 2 суток пойдет мокрый снег или дождь. Ну, тоже, я думаю, ничего хорошего не будет, но хотя бы сугробы будут таять. А кто еще не понимает, в чем дело, что происходит? А это сильный циклон обрушился на Черноморское побережье, и там из-за воздушных масс теплые, холодные, влажные, морские и сухие. Это природное явление повлекло за собой сильнейший снегопад, который никак не может остановиться. Все идет и идет снег. Первые дни жители радовались, лепили снеговиков. Кстати, у меня есть про это выпуск. Вот здесь он сейчас будет. Совсем недавно я его снял, в самом начале этого буйства стихийного. А сейчас уже как бы не до смеха, потому что, ну вот смотрите, вот так выглядит двор батумский. А это машина, если кто-то не понял. Вот торчат ее зеркала. Просто большой сугроб. А это был экстренный выпуск от неместных. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. У нас также есть соцсети, где мы прям в режиме реального времени быстро публикуем все новости. Поэтому оставайтесь с нами, будем следить за разворотом событий.